Вот в таком виде приходит пряжа. В таком пакетике. Абсолютно ничего не сложено. Выглядит все вот так. То есть просто все моточки наброшены туда. И, конечно же, фактура здесь есть. Но смысл в том, что так вот в мешке все приходит. Да, и после посылочек с аккуратно сложенной пряжей чуть-чуть странно было видеть такой мешок с килограммом пряжи, например. Ну, что ж, такое видение производителя, и так они это делают. Всем добрый день, я Наташа Комиссарова, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем говорить о еще одной хлопковой пряже. Это пряжа Rainbow от датского производителя Hobbii. Для начала расскажу вам чуть-чуть об этом производителе. Мне кажется, что это новый какой-то датский магазин. Я его открыла для себя прошлой осенью. И первый заказ я сделала тоже осенью, на Черную пятницу на распродажу у них была. И вначале они как-то больше, по-моему, специализировались все-таки на остатках пряжи, потому что очень было много остатков, и это был больше аутлет. Но потихонечку у них начали появляться свои артикулы и своя пряжа, и их появляется все больше и больше, так что думаю, что довольно много будет опций в этом направлении, то есть их собственной пряжи. Что еще могу сказать про производителя? У меня был такой интересный момент с ними. Мне, честно говоря, очень нравится подход этой как бы команды и самого производителя к как бы коммуникации с покупателем. То есть они сразу все говорят. Это, во-первых, это я буду говорить по мере обзора. Но, например, когда я делала первый заказ в Черную пятницу, у них, наверное, была какая-то поломка на сервере. И если, например, пряжа эта стоит где-то в районе, наверное, честно говоря, не знаю, потому что у них постоянные скидки сейчас, сколько она стоит. Ну, скажем, не знаю, $2 или там 1,5 евро. И тогда у них за неделю до этого они как бы вводили эти скидки, и цена на пряжу, вот именно на эту, была просто какая-то, ну, действительно смешная. То есть там было, наверное, какие-то 10 центов или 20. Я, конечно, решила воспользоваться случаем, понабирала себе в корзинку пряжи, но я не могла реализовать заказ. То есть там точно был какой-то баг, какая-то была поломка, и я очень этой ситуацией была возмущена. Я просто им написала, что у вас, наверное, какая-то поломка, потому что я не могу реализовать заказ. И не могу как бы оплатить то, что я добавила себе в корзинку. Как ни странно, они мне написали ответ. Они написали, что да, действительно была поломка, приносим свои извинения, и дали мне 15% скидку на следующий заказ. То есть, в принципе, эта 15% скидка была, как бы, побудила меня именно сделать первый заказ. И, вы знаете, я была довольна тем, что я получила. Итак, давайте ближе посмотрим на ниточку и ближе посмотрим на саму пряжу. Вот так вот у нас выглядит моточек. Такие у нас, давайте я вам сниму, такие у нас рекомендации. Это 100% хлопок, 50%, 170 метров. Спицы рекомендуют 2,5 и 3,5 миллиметра. Можно вязать, я вязала и на 2,5, и на 3, в зависимости от того, что вам нужно. Стирка при 40 градусах, цветные изделия, при 95 градусах белые изделия. Почему так? Очень приятно, что производитель это пояснил. Он написал, что если вы вяжете не какие-то кухонные, например, полотенчики или тряпочки, то лучше стирать все-таки все изделия при 40 градусах, потому что цвет будет уходить. То есть будет пряжа линять при большей температуре, поэтому лучше стирать при 40 градусах. Они сразу же предупредили об этом. Размер
Уже как он называется? Образца. Размер образца 10 на 10 это 27 петель и 38 рядов. Так. Вот так выглядит этикеточка. Очень простенько. Rainbow Cotton. У меня это цвет 16, ну и партия 4. Вот такая у нас ниточка. Самое удобное, что здесь сначала идет ниточки, она идет из середины, и очень легко ее найти. И, в принципе, так намного легче вязать, чем снаружи мотка. Я в этом убедилась, потому что раньше я всегда вязала как бы отсюда сначала. Вот. Так, что у нас теперь по цветам? Я вам, кстати, скажу, какие у меня еще есть цвета. Вот такой у меня цвет. Это цвет 26, такой светло-светло, такой бело-зелененький. Два оттенка синего. Этот оттенок 78 и этот оттенок 79. И то, из которого, те мотки, из которых у меня был связан свитер, это 29 и 20. Здесь у меня еще оттенки красного. Это у меня цвет 13, и это цвет 80. И такой персиковый цвет, он, по-моему, так и называется, персиковый цвет 46. Что могу сказать про цвета? Если вы, например, посмотрите на те цвета, которые у них есть на странице, а их огромное количество, их целых 101 цвет, это, по-моему, очень много, и любой может найти цвета на свой вкус. Но для меня, например, была проблема в том, что цвета не совсем такие, какие они показывают на своей странице. То есть они немножко отличаются. И я, например, когда мне действительно важен был оттенок цвета, я просто-напросто эти мотки проверяла на Ravelry. То есть там эти мотки есть, вы можете посмотреть их цвета при разном свете и понять, хотите вы такое или нет. То есть здесь реально может цвет отличаться от того, что вы видите на их странице. Здесь, конечно, такой чуть-чуть нюанс есть. Но за цветовую палитру я дам плюс, огромный плюс, потому что цветов очень-очень много, говорю, на любые вкусы. Еще одно, как бы, такое замечание к цвету. Я вам покажу изделие. Сейчас это может не видно, но я, по-моему, даже говорила, когда его вязала. Здесь такое впечатление, что есть какие-то переходы вот в этом вот цвете. То есть они чуть-чуть белесые, тут полоски есть. Это вот этот цвет. Здесь его тоже особо не видно, но есть такой, я думаю, что это какой-то брак. Потому что это, видите, у меня первая партия, наверное, этого цвета, и, наверное, цвета просто плохо смешались, но вот есть такой переход к белому почему-то в этом случае. Плюс, например, вот именно в этом цвете было жуткое количество узелков и неровностей. То есть ни в одном другом мотке я столько не встречала. Но, опять же, это, скорее всего, зависит от того, что, вернее, причиной была то, что это была первая партия, и, ну, так это у них пошло. В основном узелков нету, встречаются, конечно, узелки, нередко, так в среднем, я бы сказала, но каждые 3 мотка я бы сказала, что есть этот узелок. Но вот здесь у меня в одном мотке было, наверное, даже 2 или 3 узелка. То есть это все-таки зависит от цвета и зависит, наверное, от партии. Поэтому за узелки все-таки я дам минус, к сожалению. Про равномерность нити, опять же, здесь очень много было неровностей, очень много было таких расхождений, как бы плохая скрутка была. Но во всех остальных мотках, которые я вязала, такого нету. То есть здесь я бы все-таки дала плюс за неровности. Ниточка скручена довольно хорошо, и на крючок это тоже будет хорошо годиться. И цвета в разных партиях. У меня, к сожалению, нет мотков из разных партий, но, опять же, производитель нас в этом выручает, и он пишет, что все-таки лучше заказывать мотки для одного изделия сразу же из одной партии, потому что цвета могут меняться, то есть нас об этом предупреждают, что тоже большой плюс для производителя. Итак, давайте перейдем теперь к узору. Лицевая гладь, резинка и всякие другие узоры. У меня 2 изделия, вы, наверное, их уже видели.
Я их буквально недавно связала. Это вот такой свитер. Он связан лицевой гладью. О, что-то у нас тут такое плохо выстиралось. Наверное, еще раз надо постирать. И давайте я вам переверну на другую сторону, чтобы это не выглядело небрежно. Лицевая гладь не косит, все прекрасно, петельки ровненькие, все разравнивается, все прекрасно выглядит. Рядности никакой нету, несмотря на то, что это хлопок. Тут я вязала обратно поворотными рядами. Вот здесь вот этого не видно, то есть очень все хорошо ложится. Это я вязала на троечке. Нить распушается, все очень хорошо расходится, все очень приятно выглядит. На солнышке, здесь это не видно, но на солнышке она даже чуть-чуть так лоснится, я бы сказала. Эта пряжа очень приятно выглядит. Если мы говорим про резинку, резинка вот она есть. Ну, это изделие уже стирано, наверное, 2 или 3 раза. И, ну, в принципе, вот эта вот резинка, ну, я не сказала, что она очень функциональная. Ну, что-то там держит. Так, здесь у нас тоже что-то держит. Вот эта резинка на шапочке, я думаю, что она больше будет держать. Она все-таки что-то там лучше держит. Это 1 на 1. Вот, то есть, если вам нужна резинка именно функциональная, надо вязать на очень маленьком размере спиц. Я это вязала на двоечке. В принципе, эту резинку я тоже на двоечке вязала, но здесь 2 на 2. То есть, она по умолчанию будет хуже держаться. Здесь у нас 1 на 1, она пока, по крайней мере, держится лучше. Но посмотрим, как это будет дальше. Вот. Но за резинку, в общем, я все-таки дам плюс, потому что, ну, она выглядит неплохо. Вот. И после ВТО петли, конечно, выравниваются, но, честно говоря, здесь нечему выравниваться, потому что оно и так ровное. То есть очень все приятненько выглядит. Здесь у меня просто, здесь у меня связано на троечке, здесь у меня все связано на 2,5, и все очень хорошо выглядит. Вот, посмотрите. Шапочка чуть-чуть плотнее связана, поэтому, несмотря на это, все равно хорошо выглядит. Это все у меня постирано, это постирано вручную, это машинная стирка на 40 градусах несколько раз. Вот так выглядит образец, это то, что я сейчас вяжу. Белый цвет это не эта пряжа только вот такой серенький цвет. Вот так это выглядит резинка на данный момент, но она чуть-чуть все-таки будет жестче после стирки. Так, видите, что пряжа, в принципе, и так ровно ложится, даже без стирки, то есть выравниваться особо нечем. Так, и узор, как у нас выглядит узор. Здесь у меня вот этот свитер. Узор выглядит вообще очень хорошо, мне очень нравится. И я думаю, что эта пряжа на узоры как нельзя хорошо подходит, потому что он не такой, не выпуклый, не, ну, выглядит очень-очень хорошо. Так. Мне, по крайней мере, это нравится. Тут тоже резиночка 2 на 2. Она еще раз, по-моему, я стирала ее в машинке, это изделие. Еще она пока более-менее держится. Но уже более жесткая, чем, например, шапочка. Так что, если вам действительно нужна функциональная резинка, то лучше, наверное, все-таки вообще стирать руками, потому что в машине я стираю обыкновенным порошком, оно все-таки более жестким становится чуть-чуть. Так, и что у нас про стирку? Как я сказала, это я стирала при 40 градусах в машинке, это вручную. То есть лучше не стирать, если вы не стираете светлые изделия, то лучше все-таки придерживаться рекомендаций производителя и стирать все это при 40 градусах вручную или в машинной стирке, как вам удобнее. Насчет параметров. Параметры, к сожалению, меняются, по крайней мере, у меня очень они поменялись. В ширину не очень сильно меняется, но все-таки чуть-чуть растягивается. У меня, по крайней мере, чуть-чуть растянулось. Но вот в длину у меня село это изделие. У меня очень сел рукав. Вот здесь вот, там несколько даже сантиметров было, как ни странно. Это в длину тоже село, и вот это изделие тоже в длину село. То есть здесь надо будет вязать образец, но процентов 10-15 все-таки этот хлопок дает усадку. То есть это надо брать во внимание. На мелких изделиях это, конечно, не видно. Тут, в принципе, садиться нечему. Но на больших изделиях, особенно если будете вязать на какого-то взрослого человека, то все-таки надо это посчитать, это принять во внимание. Особенно садятся рукава. Не знаю, может, я просто так как-то вяжу, но у меня рукава вот здесь вот в данном случае очень сели.
И после ВТО цвет, я бы сказала, что он особо не меняется, просто потому что я стирала согласно рекомендациям производителя. Вот у нас цвет оригинальный, вот у нас после стирки. Это синий и это зеленый. Ну, может, как-то минимально, но, честно говоря, этого не вижу, что там цвет сильно поменялся. Так что более-менее, я считаю. Так, и практичность. Что у нас с практичностью? Катышки. Как вы видите, изделие имеет не то что катышки, а ввиду того, что сама ниточка, она чуть-чуть такая, вот если посмотрите, посмотрите, вот здесь вот, она имеет такой ворс небольшой, правда? Это видно. И, ну, логично, что это будет немного закатываться. Так. Огромных катышек, как, например, в каком-то шерстяном изделии, как, например, если мы возьмем дропс Каризма или Лиму, например, ну, конечно, такого не будет. Но вот этот вот ворсок очень похож на ворс, который мы имеем при дропс Love You 7, да, при семерке. Там, конечно, чуть-чуть покруче выглядит, но здесь все равно это похоже, я бы сказала, потому что вот видите, как это выглядит. Я даже не знаю, можно это почистить или нет. Но мне кажется, что это дает какую-то дополнительную теплоту этому свитеру. Поэтому, ну, мне это не мешает. По крайней мере, сейчас я бы не сказала, что это выглядит как-то неопрятно. Особенно, если вы будете вязать узором, то это вообще не будет видно. Но все-таки вот такое вот есть. Так, то есть это уже вам решать, мешает вам это или нет. Не думаю, что это можно будет почистить, потому что это такое, как бы, оно как бы сливается все вместе, создает такой один, ну, сваливается, что ли, я бы даже сказала, так как-то вот одним куском делается. Вот. Мягкость, жесткость, мягкая очень пряжа, мне она очень нравится, очень большой плюс здесь. Нету такой жесткости, типичной для хлопка, так что плюс за мягкость я бы дала. Со временем цвет сохраняется, по крайней мере, те полгода, которые мы используем этот свитер, цвет такой же, как и есть. Может, конечно, впоследствии при сильной эксплуатации это как-то будет меняться, но посмотрим. И универсальность. Что я могу вам сказать? Я считаю, что можно вязать все из этой пряжи. Она достаточно тоненькая, чтобы вязать из нее какие-то изделия даже для взрослых людей, так, для каких-то плечевых изделий больших. Она довольно функционально имеет все как бы вот эти вот нюансы, то есть и узор, и резинку. Это изделие не будет тяжелым. Но я думаю, что оно должно быть теплым за счет того, что, говорю, этот вот ворсок присутствует. Так? И она не такая уже она и тоненькая, чтобы быть холодной. То есть это такое довольно неплохое изделие, такое демисезонное, я бы сказала. Аксессуары, шарфики, шапочки, думаю, что тоже можно вязать без проблем, потому что, ну, вот что-то такое, оно тоже, думаю, что будет функциональное. Так. Видите, резинка все-таки держится. Не то, чтобы она там прям сильно держалась, но она возвращается в свою позицию. То есть для хлопка, я считаю, это очень даже неплохо. И, в принципе, она будет довольно теплая, эта шапочка. Даже какую-то бини двойную, думаю, спокойно можно было бы связать, потому что я когда-то вязала бини из Drops Loves You 8 поделенной, и она вообще не растягивалась. Она была настолько жесткой, что она, ну, ее невозможно было носить. А здесь никаких проблем нету, спокойно вот такой бини можно будет связать, она будет довольно теплая. Даже не используя резиночку. Вот, натянется хорошо. Для всех остальных изделий из крючка, из спиц, конечно же, и всякие всевозможные коврики, все для дома. Я считаю, что вообще эта пряжа подходит абсолютно для всего, для вязания любыми инструментами, крючками, спицами. Не знаю, чем еще можно вязать, но думаю, что этим тоже можно будет. Поэтому я бы очень советовала эту пряжу. Мне она, по крайней мере, сейчас, на настоящий момент, я не вижу в ней больших недостатков, кроме вот такого вот чуть-чуть пушка. Так, что он есть, но мне лично он не мешает. Вот, так что очень такая достойная бы пряжа. В ценовой категории она примерно такая, как Drops Safran.
стоит примерно так, потому что у них постоянно там скидки есть, и практически всегда эту пряжу можно купить за цену, полную цену Drops Safran. Так что ориентируйтесь на это. Вот такой у меня обзор. У меня сколько получилось у нас? 3,25 из 4 пунктов. Так что, в принципе неплохо. Да. Я очень рекомендую эту пряжу. Спасибо большое за внимание. До новых встреч!